В этом ролике мы продолжаем с вами разгон депозита со $100. На текущий момент на депозите $996, как вы можете увидеть на экране. На текущий момент, опять же, запущен торговый бот на 15-секундном таймфрейме на OTC рынке. Единственный нюанс. Текущий бот — это один из новых ботов, прям буквально вчера только закончил тест. Он создан для реального рынка. Я его решил протестировать сегодня на OTC и скажу так, показывают результаты ничуть не хуже. Единственное, но, опять же, второе, данный торговый бот рассчитан для таймфрейма M1, то есть для минутного таймфрейма. Снова потестировал на втором аккаунте, у меня есть тестовый аккаунт, где я только демки запускаю, показал хорошие результаты. Неважно, это там OTC, не OTC, неважно, какой это тип рынка, результаты одинаковые. Все меня устраивает, вполне устраивает, поэтому сейчас он в работе. Закрыто 16 плюсовых сделок, 14 минусовых. Видим, не подтверждено. Что значит не подтверждено? Это как раз сделки, где сигналы были на формирующейся свече. 42 пропущено. Это значит, что сигнал не подтвердился, и бот не стал брать сделку в работу. Из нюансов. Сегодня я решил сделать разгон по Мартину, так же, как и предыдущие ролики. Единственное, доходил бот, бывало, до 6-го шага. То есть не в текущем запуске, а в предыдущем. То есть это уже на сегодня не первый запуск. И на минутках сегодня запускал, и на OTC запускал, и на реальном рынке минутки. И на OTC 15 секундки. 15 секундки OTC меня вполне устраивают, без догонов на каждом активе. То есть бот открывает сделку, если минус, он ищет другой актив и открывает на нем догон. Соответственно, сейчас так работаю. Бот называется CloseFade 1M. Давайте перехожу в скрипты, пишу прямо в каталоге. CloseFade 1M. Номер 15427 ID. То есть включаете название по ID, если интересно потестировать. CloseFade 1M. Соответственно, 15/27. Далее, важный момент. Сегодня я уже делал себе выплату. Поставил на выплату $200. С учетом, что мой челлендж разгон начался со $100, нужно понимать, что $200 это уже я вышел в плюс. То есть, по сути, по данному челленджу я в плюсе. Даже если сейчас депозит, ну, не дай бог, теряется, то я все равно остаюсь в плюсе. Это главное правило, о котором я всегда говорю. То есть, не просто выходим без убыток, а стараемся выйти в плюс. То есть, если есть такая возможность. То есть, вывели себе сначала без убыток, то есть, например, начал с $100, можно вывести себе $100. Я же вывел себе уже сразу $200, потому что, ну, все-таки плюс $800 был на тот момент на депозите, откатился за счет вывода до 600. И сейчас продолжается торговля по боту. То есть бот работает, видим проходимость по сделкам. Опять же, когда вы видите зеленую вот такую проходимость, у кого-то в ролике, у меня в ролике, ни в коем случае не делаем глаза долларами. Не надо вестись на деньги. Вы должны отдавать себе отчет, с холодным разумом подходить и понимать, что это высокорисковый финансовый инструмент. Я очень люблю, когда под запись ролика попадаются вот такие красные ситуации. Почему? Потому что они показывают реально, что не всегда только лишь одни плюсы бывают. Вот, отлично, сейчас уже третья сделка. Пока что вот, скорее всего, будет красный, да, через 5 секунд. То есть 2 минуса словил, сейчас третий. И это как раз-таки реальность. Реальность, которая она бывает, которая она поджидает каждого. Не бывает плюсов без минусов. Вот это часть работы. Откаты — это часть работы. То есть коррекция по балансу даже. То есть откаты где-то — это нормально. То есть не бывает одних сплошных плюсов. Если вы думаете, что вы сейчас закинете $100, и у вас одни плюсы будут, все, завтра ты пойдешь уже себе покупать новый iPhone за $800, такого не будет, потому что важно открывать небольшое количество сделок, небольшими сессиями работать и отрабатывать. Я же решил тестировать данного бота на реальных деньгах уже, потому что на демо я его тестировал, перешел на реал. Сейчас, я думаю, прям, ну, еще один плюсик делается. Останавливаю запись и как раз покажу вам статистику, то есть как отрабатывал бот на реальных деньгах, как отрабатывал на OTC-шке сегодня, в целом какие результаты были и почему. Многие задаются вопросом, у меня еще там не огромные, несколько тысяч, не десятки тысяч долларов, как это многие в разгонных роликах показывают, потому что я показываю реальность, как оно есть на самом деле. Не всегда на самом деле у меня все шло гладко, то есть у меня был откат, так бы уже, возможно, больше было, но этот откат немножечко меня спустил с небес на землю, привел, так сказать, в чувство, к реальности, так скажем, и показал мне, что хватит рисковать. Именно поэтому сейчас у меня сделки открываются по $8, потому что на момент, когда я запускал данного бота, было $800, то есть 800 с небольшим. И
соответственно, открывал по 1% депозита, то есть уже начал занижать риск менеджмента. Если в первых роликах, в первых эпизодах я завышал, то сейчас я, наоборот, занижаю. Остается 5 секунд до сделки, я останавливаю бота, поскольку уже считаю достаточно, 179, 195 долларов. Это... У меня слов нет. Это очень круто, на самом деле. 200 бачей, то есть 15 тысяч в рублях, если это достаточно хорошие деньги, не говоря о том, что сегодня, давайте закрываем текущего бота, уже было мной заработано, ну, не определенную сумму. Давайте перехожу на реал, демо не смотрим, демо неинтересно. То есть за сегодня 195 сейчас, 119, как раз сессию в 15.43 завершил. И в 15.33 была сессия на плюс 78 долларов. Вчера смотрим, какие сделки закрывал. Плюс 81, 88 долларов. 22 числа та самая ситуация, которая спустилась с небес на землю и сподвигла меня к тому, чтобы я пересмотрел свой риск-менеджмент. Если я здесь завышал по 20 долларов на сделку, открывал, видим ситуацию просто 4 плюса, 10 минусов, все. Сразу большой откат получил с учетом относительно депозита. Дальше я отработал данный минус в этот же день, вышел в плюс, но уже вот эти вот ситуации, 4 минуса, 6 плюсов, и вот дальше следующий день, вчерашний, 8 плюсов, 8 минусов, 7 плюсов, 9 минусов спустили меня с небес на землю. Я понял, что попадаю именно в такие графики, где идет волатильность, то есть график, невысокая, небольшая волатильность, где график ходил туда-сюда даже по тренду, но сам факт, что ходил и разворачивался часто, а бот был трендовый. Текущий бот, этот алгоритм с нейронкой, вместе мы написали, так назовем, да, это скажем, взял я все котировки реального рынка, не OTC, а реального, выкачал их, там буквально сотни тысяч свечей по каждому активу, отправил в нейронку туда тестировать, то есть на эти свечи, подбирать стратегию, искать закономерности, и как раз-таки получился такой результат благодаря этому. Можно зайти в скрипты, переходим в каталог и пишу здесь как раз-таки close, то есть тот самый бот нахожу, нажимаю на него, нажимаю «Показать список», я прошу прощения, не список, а описание, и читаем описание данного бота. То есть видим, на реальных котировках 40 тысяч сделок проведено. И именно это та причина, то есть по которой я как раз-таки сейчас все равно открыл OTC, потому что, так скажем, проходимость на 15 секундках мне понравилась, то есть в плане именно то, что я тестировал на демо, сходится с реалом. Единственный нюанс, на реальном рынке винрейт гораздо выше, то есть здесь все тесты проведены, все тесты отмечены и настройки. С какими настройками, какие ситуации появляются, то есть где качественнее отработка. И нужно понимать, что это не какая-то индикаторная стратегия, это стратегия просто по сути по вероятностям, то есть нейронка нашла определенные закономерности, которые приводят к высокому винрейту. Да, на OTC первая сделка с винрейтом ниже, на реальном рынке здесь винрейт выше. Почему же я все-таки OTC? Поскольку челлендж записываю и хочу все-таки постараться уже быстрее разогнаться, записывал пока этот челлендж именно на OTC, потому что быстрее идет заработок, быстрее показываю вам контент, нежели чем медленное движение. По сути, дошел уже до 1000 долларов, считаю это хорошей суммой, можно поставить на выплату еще 500 долларов и дальше попробовать с 500 долларов снова начать разгоняться, начать работать. Возможно, даже выводить не буду, еще подразгоню депозит, и в принципе уже с челленджа переключаюсь на классическую работу. То есть именно, чтобы полноценно работать и зарабатывать. Надеюсь, для кого-то этот ролик все-таки был полезным. Я же все-таки продолжаю свою работу. И важный момент, мы сейчас работаем над большим обновлением. Проводим большие созвоны, крупные переговоры. И если и когда точнее все получится, выкатим просто эту бомбу, чтобы работать еще более качественно, еще более продуктивно, еще более предсказуемо. Поэтому зарабатывай много денег, будь в курсе всех наших обновлений. Будь здоров, пока-пока.